Всем героям большой-большой привет! С вами у нас сегодня в обзоре Кляксабот. Вот, честно говоря, даже не знаю, что про него и рассказать-то по большому счету. Пробные забеги поделал, потестировал, все посмотрел, и мы с вами по опыту героев, которые у нас выходят в приключениях, в последнее время мы можем сделать вывод такой, что вот все герои, которые выходят в приключениях, они у нас по большому счету просто для коллекции, для усиления наших с вами глобальных показателей, там урон, еще какие-то характеристики и так далее. В шахте у меня была возможность забрать либо его, либо королеву пчел, да, по-моему, так она называется. Вот, но я почему-то решил выбрать именно его. Ну, во-первых, в силу глобальных усилений, то есть там у нас и урон повышается, и в кузнице тоже урон, а у королевы пчел там, по-моему, если не ошибаюсь, у нее в кузнице прибавка идет к здоровью. Ну, естественно, из этих двух направлений приоритет мы отдаем именно урону, и исходя из этого вы этот обзор сейчас, соответственно, и видите. И давайте по традиции слева направо все пробежимся, посмотрим, обсудим кузницу и завершим обзор тем, что мы с вами пробежимся по подземелью. Вообще просто познакомимся с героем и обсудим первые впечатления. Итак, в левой стороне у нас ничего такого особенного, критичного здесь нет. То есть у нас магическое направление, сложность легко почему-то стоит. Ну, в принципе, конечно, тут и не средне, и не тяжело, но на основе чего вот эта сложность выбирается, и от чего она зависит, до сих пор, конечно, понять невозможно. Кто-то говорит, что сложность у нас ориентирована на то, чтобы, что в принципе сам по себе герой играется достаточно легко. Кто-то говорит, что это направление его, что вот легкие режимы он способен вывозить, а где-то там, где тяжело, например, хард, арена, там, кошмар и так далее, то, скорее всего, этот герой там в этих режимах нам с вами не подойдет. Вот, к какому из вариантов склоняться вам, конечно же, будет виднее, поэтому давайте здесь долго зацикливаться на этом не будем и перейдем вот сюда, в прогрессы по уровням. Итак, здесь что мы с вами видим? Что глобальное усиление у нас с вами ориентировано на повышение урона в магических повреждениях. И персональное тоже, вот этот локальный баф у нас тоже идет на усиление урона к магическим повреждениям. И в принципе это хорошо. Но опять же, есть куча героев, которых мы с вами знаем, которые уже миллион раз вдоль и поперек обмусолены разными там обсуждениями, разными спорами и так далее. И вот этот герой, он в игре относительно молодой, то есть он недавно у нас вышел, свеж, молод и полон сил, как говорится, и каких-то прям вот таких вот строгих определенных выводов по нему делать, возможно, глупо. Сейчас вот, по крайней мере, в настоящее время, пока он еще не прокачан, он еще не изучен до конца, и я уверен, что у большинства игроков он просто вот вкачан до 120 уровня, получены вот эти глобальные усиления. Ну и в кузнице там тоже 3 уровня ему сделали, и все. И лежит он там себе на полочке, стоит, ждет, скорее всего, своего часа. Особо каких-то надежд на то, что он где-то в каком-то из режимов рано или поздно заиграет, я не питаю, потому что, опять же, повторюсь, есть определенный ряд героев, который у нас ориентирован на тот или иной режим, и Кляксабот у нас относится к той категории, которая состоит из тех героев, которые дают нам просто какие-то глобальные усиления для улучшения общей характеристики вашего профиля, вашего аккаунта. Так, ну и что здесь у нас? Прибавляется здоровье, прибавляется урон к магическим повреждениям, область эффектов, ну и в принципе-то и все. Ну и давайте тогда пробежимся быстренько по скиллам. Колючая клякса. Каждые 3 секунды кляксобот закидывает случайного врага снарядом. В полете снаряд разделяется на 4 части. Каждый мини-снаряд наносит 480% урона. Но по опыту вам скажу, по опыту, даже не по опыту, а просто вот по первым впечатлениям. Вот этот вот скилл, он очень медленный. Я играл за него, за этого героя Кляксабота на скорости 1,7 с ускорением времени. И
когда я обратил внимание на то, что вот эта вот зеленая капля у нас вылетает, вот этот снаряд летит, он летит настолько медленно, что мне показалось, что я не на 1.7 играю, что я играю на скорости 1. На скорости 1 я, честно говоря, даже и не пробовал за него играть. Но сейчас мы с вами все это увидим, посмотрим. Вы сразу же обратите внимание, что снаряд этот летит у нас достаточно медленно, очень-очень медленно, и вы все это прекрасно поймете. Ну и, соответственно, если мы его с вами будем прокачивать, то показатель нанесенного урона именно этим скиллом у нас будет расти. Дальше. Чернильное дыхание. Каждые 10 секунд Кляксобот выдыхает в цель чернила, которые наносят 120% периодического урона и замедляют пораженных врагов на 3 секунды в течение 50%. Но здесь, скорее всего, ошибка. Я думаю, что здесь должно быть наоборот. Замедляет пораженных врагов на 50% в течение 3 секунд. Ну, либо я что-то не так понимаю. Если я не прав, то, конечно же, поправьте. Но исходя из этого, мы с вами можем сделать вывод, что возможно, теоретически, если никакой альтернативы у вас нет, а альтернатива у вас есть, я более чем уверен, теоретически, в принципе, можно попробовать играть за него в кошмаре. Не знаю, пройдет он или не пройдет. Очень много вопросов, очень много сомнений на этот счет. Но теоретически вероятность есть. Но опять же, давайте мы с вами будем учитывать еще и тот фактор, что прохождение кошмара будет именно на том этапе, когда вы его проходите. Естественно, если вы прокачаны, если вы его уже прошли, кошмар, и у вас есть желание и возможность побегать в кошмаре, потестировать героя, вы можете это сделать, можете посмотреть, но мне кажется, что вот этот скилл очень сильно там и критично вам не поможет. Но долю вероятности мы все-таки на этот скилл оставим, благодаря замедлению. Чернильный цветок. Ультимативная способность. Все убийства заполняют шкалу. Это уже хорошо. Хорошо, когда все убийства заполняют шкалу. В этом ничего такого плохого нет. При полном заполнении Кляксобот устанавливает цветок, который выстреливает в ближайших врагов чернильными брызгами, нанося 720% урона всем пораженным врагам. И, соответственно, если этот показатель мы с вами прокачиваем, то он у нас становится 11 тысяч процентов, что весьма внушительно. Ну и здесь что-то комментировать я даже не хочу, потому что здесь ничего в этом такого особенного нет. То есть вот он вроде бы дамажит, вроде бы что-то у него там есть, там кляксы, чернила, вот это все вылетает. И в принципе он у нас такой, ну, ширпотреб, да, то есть он среднячок, неспроста он в тир-листе у нас стоит там не в отлично и не в хорошо, потому что вот он как бы сам по себе такой не заслужил того, чтобы находиться именно вот где-то вот в этих категориях, поэтому он либо в средний, либо в плохо. По-моему, он в средний стоит. Так, ну и давайте посмотрим, что у нас эта клякса может. Наилучшая комбинация здесь у нас область урон, перезарядка, тут в принципе смысла нет на это смотреть. Вот, а вот здесь уже у нас с вами начинается безобразие в виде того, что очень много текста, и в это все нужно вникать, возможно, если вы хотите играть за этого героя и делать его основным, но навряд ли так будет. Но все же, давайте попробуем разобраться. Колючая клякса не разделяется, но ее зона действия увеличивается на 200%, и она наносит на 400% больше урона. Либо колючие кляксы теперь разделяются на 2. Ну-ка, давайте-ка посмотрим. Колючая клякса — это вообще что у нас такое? А это у нас как раз-таки вот. Закидывает случайного врага снарядом, который летит очень медленно, да, мы с вами помним. И давайте посмотрим, что же здесь нам с вами лучше выбрать. То есть колючая клякса — это такая штука, которая медленно-медленно летит, потом разделяется. И если мы с вами выберем левую сторону, то она у нас разделяться не будет. И велика вероятность того, что эта клякса, она просто улетит мимо, если она не будет разделяться. То есть она и так сама по себе больших надежд не питает на то, чтобы кого-то там попасть, потому что велика вероятность того, что мы его с вами просто
этого моба убьем какими-то дополнительными палками. Вот. Ну и здесь, если мы с вами выберем колючие кляксы теперь разделяются на 2, то, скорее всего, это будет наиболее эффективно. Поэтому предварительно предпочтение отдаем именно правой стороне. Здесь радиус действия чернильного дыхания повышается на 50%, и оно вращается вокруг героя. Либо чернильное дыхание теперь применяет эффект яда, наносящий 50% периодического урона. Ну, из этих двух, здесь такая более защитная, да, сборка, как будто бы. Но опять же, то есть какая тут защита? Чернильное дыхание. Давайте вернемся. Каждые 10 секунд выдыхает в цель чернила, наносит 120% и замедляет. Ну да, как будто бы левая сторона у нас идет на защиту. То есть мы с вами защищаемся, вокруг нас эта штука летает и там дает замедление. Либо мы с вами применяем еще, добавляем эффект яда, но тут опять же, будет ли работать здесь урон по отравленным врагам. Если будет, то да, то правая сторона она будет более эффективна в плане нанесения урона, и, соответственно, выбор мы предпочтение в выборе мы отдаем именно вот этой стороне, чтобы у нас еще и яд накладывался. Но пока это все вот просто на словах, протестировать я это не могу, потому что 0 жетонов. Вот, и здесь что-либо как-то комментировать и подробно углубляться я не имею права, скажем так. Здесь у нас увеличение урона 25 тысячных. Для кого-то это много, для кого-то это мало, но как есть, так есть. Здесь кляксы усиливаются и могут отскакивать несколько раз, забрызгивая врагов с каждым попаданием. Ну, вот это уже интересно звучит. Вот этот накопительный эффект, он достаточно привлекателен в играх подобного рода. Здесь это не исключение, поэтому, если будет возможность, обязательно сделаем. Откроем Эво, прокачаем, посмотрим, потестируем. Кузница, точнее арена с кузницей на кляксу, с жетонами на кляксу, рано или поздно будет. Это вопрос времени, нужно просто дождаться. Так, чернильный цветок теперь выстреливает сразу в 4 направления, либо чернильный цветок больше не прерывается, то есть он у нас становится бесконечным. И вот тут тоже надо тестировать, здесь сложно отдать предпочтение какой-либо из сторон, левой либо правой, поэтому время покажет. Ну, вот так вот навскидку, как будто бы правая сторона будет наиболее эффективна. То есть у нас непрекращающийся вот этот непрерывный поток урона будет с вами наноситься. То есть правая сторона как будто бы эффективнее. Оставим предпочтение ей. То есть предварительно у нас вышло нанесение урона право, право, право. Если мы хотим с вами быть в более защищенной сборке, то право, лево, ну и скорее всего право. Левую сторону надо смотреть. Так, ну и что, давайте по традиции с вами пойдем в подземелье. Посмотрим, что у нас здесь с вами получится. Выживем мы вообще или нет. В гильдейском забеге побегал за него. Показатель в принципе такой же, как и у всех остальных. Там ничего такого особого нет. Ну, в босса там, понятное дело, в кошмаре я не бегал, потому что, скорее всего, его там сожрут. Босс тоже смысла не вижу его там туда выводить, пока без кузницы там особо ничего нам это и не даст. Ну, а вот подземелье пройдет или не пройдет, такой вот режимчик универсальный, быстренький, в принципе, можно попробовать потестировать. Так, давайте берем заморозку, берем удвоение, берем область, берем, здесь возьмем, и что еще, давайте обновим, ну, давайте шарик возьмем. Вот она, вот эта клякса, видите ее, вот она летит, вот она летит, она разделяется на вот эти вот 4 части, и никого, скорее всего, она у нас не догонит. Ну, здесь у нас надо отдать должное, здесь у нас достаточно много мобов. Мобы у нас здесь живучие, поэтому, скорее всего, эта клякса, она попадет в того, в кого нам нужно. Итак, снежный шарик. Перезарядку давайте прибавим.
Вот у нас тут безобразие, да, какое происходит. Так. Кляксу давайте прокачивать. Прокачиваем, прокачиваем кляксу. Ну вот, как раз таки речь об ульте, об этом цветке, да. Вот он у нас с вами стоит. Ульта, кстати, идет долго. Вот это его огромный плюс. Вот это меня удивило. Я помню, что когда ульта запустилась, я аж прям удивился, думаю, ну неужели так долго? Ну да, действительно, так оно и есть. То есть ульта у нас очень долго шла, и по идее она сейчас у нас быстро должна набираться. Скорость. Вот мы берем скорость, вот она вроде бы летит, вот, и, ну как будто бы толку вообще от этого нет. А если она у нас с вами будет еще и разделяться, ну не знаю, есть ли вообще в этом какой-то смысл или нет. Вот она у нас идет, эта ульта. Цветочек этот работает, вот он жарит, вроде бы что-то там пытается сносить, но такое ощущение, как будто он не попадает и толку от него особо-то и нет. Вот даже если просто вот так вот представить, да, что вот, да не представить просто даже, а по большому счету обратить внимание на мобов, которые попадают под действие вот этого луча. Ну все, жрать нас уже начинает, надо тут что-то как-то выкручиваться. Уже напряженочка какая-то становится. Так, давайте обновим. Нам книги урона не хватает. Рассвет брать принципиально не буду, потому что здесь у нас тогда полный трэш на экране начнется. Области давайте тоже прибавим. Области прибавим, и все равно нас съели. Наша задача сейчас что сделать? Наша задача сейчас продержаться до конца. Перезарядку давайте возьмем. Вот у нас тут шарики эти зеленые летают. Вот наконец-то урон у нас с вами здесь появился. Так, сбор опыта работает. Урона прибавим, еще урона прибавим. И по идее сейчас нам должно стать полегче. Сейчас уже будем спокойно стоять. Вот. Ну, как будто бы... ну, кстати, цветок вот этот, да, он у нас оставляет вот эту зону поражения. И как будто бы она еще и дамажит. И в этом есть, кстати, небольшой плюс. Можно для себя отметить, что это будет достаточно неплохо. Но опять же, все вот разлагатели напоминает чем-то. Уже начинаются просто повторения. Ну, давайте смотреть. Урона мы с вами нанесли здесь мало, непосредственно нашим героям. Питомец нанес больше урона, но урон в секунду, естественно, метельный шар у нас забрал. Не люблю вот такие вот комбинации, мне это не нравится. Мне нравится, когда герой у нас стоит вот здесь, на первом месте. Это, мне кажется, куда лучше, куда интереснее, и потенциал, значит, у героя есть. Но в любом случае, открывать нужно, делайте для себя выбор. Вот, ну, конкретно вот сейчас, да, пока еще шахта идет, если вы там не знаете, кого выбрать, ну, я думаю, что клякса бота, если выберете, если из двоих, если жнец у вас есть, то из этих двоих клякса бот, конечно же, будет поинтереснее. Мне так кажется. Вот. Делайте вывод, принимайте решение, играйте в удовольствие, и все. Больше добавить нечего. Всем пока-пока. Всем спасибо, кто посмотрел этот обзор до конца.